Я, Жукевич Дмитрий Александрович, даю свое согласие на интервью. Получилось так, работала на стройке. У меня был работодатель молодой. Он получал деньги, и мы, узнали, что он киданул нас на деньги. Мы взяли егошние инструменты, стройматериалы, завели на нас уголовное дело. Повешали еще там очень многого по устройке. И чтобы не... поехал я сюда, подписал контракт. Либо выбор, либо сидеть поедешь, либо подписывай контракт. Они мне сразу это в полиции предложили. Нам была поставлена задача дойти, занять позицию, окопаться и сидеть там ждать, пока придет закреп. Туда никто не пришел до нас. Нас было сначала 5, нам не доставляли ни провизию толком, ничего, ни воды. Редко привозили, там 0,5 скинул, так. Мы начали уже сами РДшки где там, такое возьмешь. Искать сами себе добывать еду начали. У нас пропало сначала 3 человек, мы остались вдвоем. С 1 апреля мы остались вдвоем, там мы находились по 30 число. Нам ни еды, в смысле, ничего не скинут. Раз в неделю там скинули 0,5 воды, то там банку тушенки скинул, Мы без провизии, без ничего там были. Самое большое мы не ели, сколько, 11,5 дней. Мы по рации связывались и говорили, что можно мы откатимся, не откатимся, либо птичками расхерачивать, либо пулеметами. Назад нельзя. У нас блиндажа уже не было, чтобы понимали, у нас осталось только нора. Вот этого, которого мы выкопали. Обещают одно, по факту там все другое. Лучше не идите никуда, не служите, не воюйте и не едете на эту войну. Будьте дома с семьями. Но опять же видел я то, что как нам провизия это поставляется, как вам провизия, как у вас отношения, как у нас отношения, как нас закинули, как собак и все. Или вас конкретно зашли на позицию 2 недели, как я сам лично это видел. 2 недели погули, хоп, пришли, поменяли. Вот так вот, как должно было быть, по сути. А не так, как у нас. Потому что закинули и сидишь там голодный, холодный, насрать на тебя. Вообще ничего нет. А потом мы узнаем, что вот эти все птички, которые летали, это не украинские птички, а российские птички. Нас там в блиндаже вместе с украинскими солдатами начали империхи эти раздалбливать, наш блиндаж, где мы находились. Уже давно сожалею, как только приехал. Не то, что в плен, не в этом дело, как только уже приехал, увидел все вот это вот отношения, вот это все как происходит, как на том же полигоне, как к нам относились. Там опять же расскажу, как нам относились. У нас кормили 1 раз в день, с 3:30. Начиналось тут, что утро начинается, все, построение, погнали. Одевают полную амуницию и чисто долго целый день. Ты гоняют, как собаку, бегаешь, копаешь, отжимаешься, приседаешь. Все. И получаешь вот такая херня. Да что-нибудь там, что неправильно скажешь, посмотришь, что не нравится, там все командно. Я бы лучше как-то где-то попытался, опять же, там, перезанял денег на адвоката, делал бы что-нибудь, чтобы, поменьше получить срок и все, и остаться дома. Вот такие мои действия были. В рекламе это все показывает, что там как все там хорошо, то, что там не бросаем, как вот лозунг, вот это все. А по факту, что приезжаешь, то все по-другому. Я уже это говорю, на камеру, как своими нервями кинули, голодным, и все. Вес потерял 25 килограмм. Куда там какие свои? Да здесь я хорошо питаюсь, у меня кормят 3 раза в день. А там я никак не питался. Если мы там и траву и такое ели. Он тоже Амур, он тоже говорит. Здесь завтрак, обед, ужин, нормально все. Путин только войну начал. Он же вел войска. Значит, его вина получается.
Зачем нос ссылался вообще сюда? Ну просто насколько я увидел, я не знаю, кого-то спасать, там каких-то людей. Как люди живут нормально. Такой особой какой-то информации я не владел никакой. По новостям вообще показывали, видел и все. Какие боевые действия, там что, какие там потери, как, вот, ну видел там за это вот. Ну, кладбище, конечно, видел у нас в Хабаровске, там как растет, там охереть. У нас уже второе кладбище там открывают, говорят. Потери-то большие. Это я уже потом здесь, я с пацанами общался, они говорят, что как бы обещают всем, что ты там будешь копать, вот это все. Ну, как говорят. Ну, по факту получается все по-другому. Когда приезжаешь уже сюда. Не копать ты будешь. На тебя просто мясом кинули и все. Ну, по телевизору это по-другому все говорится. То, что там потерь толком-то никаких и нету. Кладбище-то видно, конечно, потом растут и офигеть. Вот за все это время, ну, сами представляете, то, что второе кладбище, только это в Хабаровске, у нас небольшой городок, ну, как нормальный город. Не особо он такой большой, второе кладбище военное. Там чисто вот флаги от российские и все. Много уже погибло народу. Это же не только в Хабаровске, это по всем так вот городам, если прокатиться, это ужас, что будет стало.